Приветствую всех на своем канале. Сегодня я вам хочу представить мастер-класс на вот такую вот корзину для игрушек. Мастер-класс я разделю на две части, чтобы это по времени немного занимало. Одну часть я посвящаю коробу, а вторую будет вот такую вот крышечку, чтобы это по времени было меньше, занимало меньше. Значит, ушло у меня на вот такую корзину 1900 трубочек. Окрашивала я их составом на основе эмали. Окрашивала я не купанием, а кистью. В два этапа. Вот покрасила, высушила, потом еще второй раз покрасила. Ну и затем я покрывала раствором дюфа плюс вода 1:1. И только затем я увлажняла методом купания или погружения в воду. Потом они подсушивались, трубочки, до определенного состояния. И хранила я их в морозилку, так как плести за один день такое вот большое изделие невозможно. Итак, смотрите подробное видео на такую корзину. Для начала нам нужно подготовить форму, которую мы будем оплетать. Согласно выбранных вами размеров вы делаете форму. Это из картона цилиндрическая форма. Вот как вам внутри, я, видите, сделала, фиксировала, чтобы никуда. И скотчем по всей высоте я проклеила, потому что я грунтую свои изделия прямо на форме. Можно пакет одеть большой, мусорный. Я в этот раз сделала себе, обклеила форму скотчем. Потом фанеру. Мы вырезаем фанеру, круг фанеры. Я прикладываю на лист бумаги, форму свою ложу, форму, обвожу ее, обвожу форму и на 1 сантиметр больше прочерчиваю, и согласно вот диаметра большего, который на сантиметр, вырезается фанера. Фанеру я взяла толщиной 8 миллиметров. Значит, ну, мой диаметр здесь 40 без припуска, и с припуском 42 диаметр. Фанеру я покрасила белой акриловой краской и расчертила для стоечек меточки. Их у меня получилось 38. 38 стоечек у меня будут, и я планирую тройные стоечки. И затем нам нужно будет на пистолет, я буду на пистолет пристреливать стоечки. Сейчас я вам все покажу. Так, скоба у меня 6 миллиметров в этом пистолетике. Значит, почему? Потому что у нас 8 миллиметров толщина фанеры. Так, трубочки у меня из полосы 10 сантиметров, накручены на спицу 1,2. Покрасила я их предварительно в белый цвет на основе акриловой эмали. Все здесь. Если интересно, надо подробно вам тоже снять, как я крашу. Так, вот, теперь берем наши трубочки. Они у меня слегка увлажнены, чтобы не было заломов, когда я буду, ну, чтобы не трескали трубочки, мне нужно их согнуть для того, чтобы пристрелить. Значит, беру я трубочку напополам ее, но прежде я вот так вот немножечко это все придавила, напополам ее. И смотрите, значит, у нас есть полоса и край, и меточка, где у меня будет стоечка, центр. Я беру посередине между опрессовочкой нашей формы и краем, строго посередине, отступая со всех сторон одинаково.
Вот смотрите, вот так вот. Одинаково у меня будет с той и с той стороны. Это для того делается, что у меня еще будет при оплетании толщина трубочки. Там и там, чтобы форма у меня строго села сюда. Значит, смотрите, вот у меня есть меточка. Здесь я должна посередине пистолетом пристрельнуть. Вот так вот я и пристреливаю наши трубочки, стоечки будущие. Вот, одна есть. Следующую берем точно так же. Я беру ее, посерединочке приминаю легенько. Напополам ее сгибаю. И устанавливаю уже здесь, на следующую стоечку. Вот видите, вот у меня меточка. Я здесь должна и пристрелить, отступая одинаково с краю от нарисованного и от края фанеры. Вот сюда я должна ее пристрелить. Так, вот она. Если пистолет не до конца простреливает, я потом еще молоточком могу это все простукивать. Так я, конечно, и поступаю, так я и сделаю. Так, все. И так, еще одну. Давайте я вам покажу, как я пристреливаю, а потом я уже, и вы тоже самостоятельно. Вот так немножечко приминаем посерединочке примерно. Вот, и вот наша меточка. Я сюда должна пристрелить, отступая, не забывая край от края. Так, вот по меточке пристреливаем. Потом при оплетании у нас все это станет ровненько. И еще потом я буду сюда вот сюда вот ставить еще по одной стоечке. Ну, в процессе оплетания, это я попозже покажу. Сейчас мы пристреливаем строго по меточкам наши все стоечки по кругу. Так, на скобу у меня пистолетом все стоечки. Все по кругу стоечки у меня пристрелены. Молоточком я, как и говорила, их все попристукивала, зафиксировала, чтобы это все не было там, ну, прочно, чтобы это все было. Потом я вставила форму внутрь. Вот, и можно уже оплетать. Да, еще такой момент я забыла сказать, сколько расстояния у меня между стоечками. Значит, 3,5 где-то сантиметра у меня от линии к линии. 3,5 сантиметра. Это и получится у меня в будущем расстояние от центральной до центральной трубочки 3,5 сантиметра у меня будет. Так, и берем теперь, у меня первый ряд запланирован веревочка из 3. Берем теперь 3 трубочки рабочие и устанавливаем их в любом месте. В любом месте я их устанавливаю. И плетем веревочку из 3. Это наш первый ряд. Так, все плотненько прижимаем. Все плотненько. В первом ряду у нас будет все выстраиваться плотненько. Вот. И пошли оплетать. Наши пока что еще по 2 стоечки. После веревочки из 3, там буквально пару рядов мы проплетем и вставим еще по стоечке. Так, значит, через 2 за 3 веревочка из 3. Вот она, прижимаем. Так, теперь мне нужно нарастить. Наращиваем, как всегда, за стоечками. За стоечками наращивание у нас. Так, еще тут такой момент. Трубочка у нас из полосы 10 сантиметров. И когда из 10 сантиметров, получается, из полосы 10 сантиметров трубочка, здесь много вот получается полого. Вот видите, она такая вот много пустая. И для того, чтобы это было у нас ровненько, трубочка вот легла, без всяких вот там заломов лишних, нам не, ну, чтобы красиво это все изгибалось в изделии, я здесь всегда отрезаю около, ну, 0,8 сантиметров краюшек, вот так вот отрезаю, и уже тогда я делаю туда капочку клея.
И тогда она, ну, более лучше ложится. Все, наращивание остальное, как всегда, и вкручиваем, вкручиваем. Вот, посмотрите, она села, и здесь мало внутри пустоты. А если бы я не обрезала, тут бы, конечно, вот так вот все было бы внутри, вот так нажала бы я, и оно все приплюснулось. Поэтому всегда вот где-то 0,8 сантиметра я, ну, сантиметр, наверное, много, где-то 0,8 сантиметра я всегда срезаю. И, как всегда, капаем клей и наращиваем. У меня уже форма стоит я на кругу здоровья, так он называется, плито. Прокручивать мне так легче будет. Сверху верху там внутри формы у меня положен утяжелитель, чтобы у меня форма, ну, так легче плести. Так, наращиванием третью трубочку наращиваем. Вот она хорошо вот села. Видите, вот здесь вот, ну, нет пустот. Вот я придавливаю. Если бы я вот придавила, не отрезаючи, здесь вот была бы пустота, и она бы сплюснулась. Все, оплетаем дальше веревочкой из 3. Устанавливаем все трубочки ровненько. Выстраиваем их. И прижимаем к фанере наше плетение. Так, веревочка из 3. Ну, продолжаем самостоятельно оплетать. Так, нам понадобится 2 ряда, а потом я посмотрю, может быть и 3 сплетем, но пока что 2. Все. Я проплела все-таки 3 ряда, веревочка из 3. И сейчас каждый ряд я закрывала, чтобы у нас не было, ну, нахлест, чтобы у нас совпадал каждый ряд. Сейчас я вам покажу еще раз, напомню, как я закрываю веревочку из 3. Напоминаю, что каждый, что первый, что второй. Вот сейчас я закрою 3 ряд, я закрывала одинаково, потом только изнова начинала веревочку из 3 плести по новой. Значит, закрываем, доходим до начала и заканчивания ряда. Я всегда отмечаю его вот булавочкой. Вот, значит, выводим так, вот эту вот через 2 наверх, но не выпрямляем. Точно так же вторую через 2 наверх, но не выводим ее сюда, а оставляем вверху. И эту последнюю то же самое, только теперь я их поверх распрямляю. Вот, смотрите. И у нас получается веревочка из 3 вся закрылась красивенько, сошлась. Видите, вот она сошлась красиво. Вот видите, вот начало мое ряда, вот оно. И вот каждый рядик у меня, видите, красиво сошелся, красиво. Так, все, 3 ряда веревочки из 3 я проплела. Сейчас у нас пойдет дальше из 2 трубочек ситец. Ситец будет, ну, определенное расстояние, мы потом еще с вами обговорим, какое я проплела в сантиметрах или в рядах. Так, но еще нам предварительно, после того, как мы сплели веревочку из 3, надо везде добавить по 1 стоечке. Я уже самостоятельно добавила, вам покажу, как я делала это везде. Значит, берем трубочку, нашу трубочку. Предварительно я шила, развожу 2 этих стоечки. Я взяла тот край, где скруточка, чуть-чуть подрезала кончик и вставляю. Все. Ни клей, ничего туда не буду ставить, не вижу необходимости. Там все и так плотненько будет. И эту точно так же вставляю. Все, вот у нас уже есть стоечки наши, все по 3. И все, у нас так и будут они продолжать. Вот везде будут стоечки все по 3 стоечки. Значит, сейчас мы плетем 1 трубочку. Мы, значит, убираем.
Подрезаем. Вот она у нас там спрячется. Вот, смотрите. Туда я ее шила. Шила мне поудобнее. Всегда шилом лучше мне. Вот. А эти трубочки я, значит, плету ситцем из двух трубочек ситец у меня будет. Все наращиваем и плету определенное расстояние вверх. Потом я вам это все скажу, сколько я сплела. Значит, ситец вот так плетем. За стоечки. Сперва одной трубочкой я проплетаю, распрямляя все, и стараемся стоечки наши выдерживать. Если вам неудобно вот так вот вертикальное положение зрительно удерживать, то вы можете предварительно на той же форме нарисовать линии, и будет вам легче тогда. Вот. Хотя вот здесь вот в картоне есть эти вот прожилочки, можно их стараться выдерживать ровненько. Все, теперь веревочкой из двух мы проплетем определенное количество рядов. Вот. Через одну. Вот второй прутик идет. Здесь было под, ну, первый ряд был под, значит, это идет надо. Вот это и есть ситец наш. Вот. Я ряд не состыковываю в конце уже, когда мы доходим до начала ряда, идем просто вот так по кругу плести. Все, встретимся через определенное расстояние. Я проплела до того момента, где я вижу, что мне надо уже нарастить стоечки. Я без вас вот нарастила, уже только оставила несколько, чтобы вам показать, как я это делаю. Точно так же я широкий край, где скрутка, точно так же 0,8 мм я срезаю. Там, где широкий край, я срезала. Вот. И туда капаю клей. Полимерный клей у меня. Так, я за кадром тут капаю. Вот я капнула уже. И вот эти вот трубочки, которые с круточкой, я их просто накрываю. Потом в процессе оплетания это все не будет видно. Я буду стараться плести закрывать вот эти вот состыкованные места. И так я вот одела все трубочки аккуратненько, вкручивая, насаживая трубочку на трубочку. Так, а с вот этими вот трубочками, которые широким краем я наращиваю кверху, которые то же самое, срезается здесь, вот срезаю эти свои 0,8 8 миллиметров, ну, меньше сантиметра. Туда я капаю клей. Капаем немножечко клея. Клей обязательно. Я всегда клей капаю. Вот этот вот край, где скруточка, немножечко я срезаю. Немножечко, видите, вот. Я срезала на уголочек. И тут точно так же. Стоечки уже можно использовать сухие трубочки, но тоже они должны быть предварительно обработаны. Можете высушить те, что дюфа вода, вы увлажняли те же трубочки, только подсушить их. Ну, можете просто лак пополам с водой обработать для стоечек трубочки. Так, ну, я всегда использую обработанные трубочки. Так, видите, я немножечко делаю заломчик, чтобы она легко, свободно нам вошла. Вот. И так я нарастила все трубочки, вот все стоечки по 3. И так вот мне надо вот будет добавить выше. И точно так же я везде поступаю, наращиваю трубочки. Значит, смотрите, от фанеры у меня сейчас 8 сантиметров. Мне запланировано проплести 9 сантиметров ситцем. Доплетаю я 9 сантиметров ситцем. Потом я вам покажу, что дальше.
Я проплела 9 сантиметров от фанеры до 9 сантиметров проплела. И уже самостоятельно начала плести веревочку из 3. Вот она у меня пошла. Один ряд веревочки из 3. Вот так вот я плела. Сейчас я состыкую первый ряд и покажу вам второй ряд веревочки из 3, как я буду плести, что я дальше делаю. Итак, завершаем этот ряд веревочки из 3, состыковывая. Вот пошла у нас первая, вторая. Оставляем их наверху, не выводим. И третья. Все, веревочка у нас состыкована. Теперь мы их опускаем. Вот, опустили мы, все поправили. Видите, у нас вся веревочка совпала. И теперь я хочу сделать веревочку вниз, чтобы здесь у нас она вот так вот шла наверх, наверх. А теперь я ее буду плести как бы под трубочки, не над трубочками заводить эту левую трубочку, а под. Значит, опять же берем самую левую и через 2 за третью стоечку, но под рабочими трубочками. Здесь мне надо уже нарастить. Вот. Вот. Я наращиваю сразу 3. Все 3 трубочки сразу нарастим. Эти у меня уже не просто так я их вставляю, они уже у меня были клеем промазаны. Поэтому вы не видели, как я их промазывала. Но они уже вот с клеем. Так, накрутила. Так, и опять поехали. Только через 2 под трубочки, под рабочие. За третью стоечку. Опять же так. За третью стоечку. Под низ. Под низ. Здесь все расправляем. Сейчас я эти трубочки проплету и покажу вам, какой получается эффект. Так, тут мне опять же надо будет уже наращивать. Ну вот, смотрите, как получается. Это все сейчас расправим, поправим, прижмем. Вот, посмотрите. Вот. И весь ряд я буду проплетать вот так вот. Веревочка из 3, но под трубочки. Первый ряд мы плели над трубочками, заводили, а это под трубочками. Итак, встретимся в конце ряда. Тоже состыкуем. И потом пойдем опять же ситцем плести. Одну трубочку я обрежу, спрячу. И пойду опять ситцем плести. Мне так нужно сплести. Вообще у меня короб задуман 60 сантиметров. Это мне нужно сплести до 50 сантиметров. Вот просто чистый ситец. Так, смотрите. Я проплела веревочку из 3. Прямую и обратную. У нас получилась такая тоненькая мини-коса. Потом я перехожу на ситец. Ситец в 2 прута. 1 на 1. Проплетаю определенное расстояние. Вы свое расстояние сами себе корректируете. Моя корзина высотой 60 сантиметров от фанеры до края. Не от пола, а от фанеры до края. От пола еще там колесики у меня. Вот, и вы рассчитайте, какой вам высоты нужно, вот и проплетите ситцем. Затем мы плетем косу. Косу 3 трубочками, это как прямая и обратная веревочка из 3. Мастер-класс я специально в этом видео не вставляла. Есть у меня отдельное видео на косу. И ссылку я укажу в описании. Закрываем косу, переходим на веревочку из 3, прямую. Проплетаю я всего 1 ряд.
Ну, так мне захотелось вот по узору сделать еще вот такую тоненькую веревочку, прямую веревочку. Следующий я проплела еще 7 сантиметров ситцем. Вот он. И опять же я перешла на прямую веревочку из 3. 3 ряда я сделала. Захотелось мне так. Вы можете, конечно, корректировать сами количество рядов, высоту. Ну, все зависит от того, что вы задумали в высоту, какой будет у вас высотой. Значит, затем я закрываю розга. Закрытие розга в 3 прута. Тоже мастер-класс на закрытие я отдельно тоже сняла и вывела, вернее, из этого мастер-класса в отдельное видео. Вы можете его посмотреть тоже по ссылке. Это я все сделала для экономии времени. Вот сплела, прогрунтовала, высохла корзина сутки и лаком скрыла с обоих сторон, что снутри, что снаружи. Муж мне прикрутил колесики. И мы поставили 3 колесика, но думаю, что лучше все-таки 4. Посмотрим, как это будет у нас потом себя проявят эти колесики. Вот и все. Смотрите теперь вторую часть на крышечку, мастер-класс крышечки.